В ясную безлунную ночь над нашими головами мы можем наблюдать тысячи сверкающих звезд. Но это только то, что мы можем увидеть невооруженным глазом. Понаблюдайте за галактикой в мощные телескопы, и вы увидите еще множество других объектов. Только в галактике Млечный Путь насчитывается от 100 до 400 миллиардов звезд. Ближайшая к нам звезда – Солнце. Оно кажется огромным. Это самое крупное и тяжелое небесное тело в Солнечной системе. И по звездным меркам Солнце среднего размера и далеко не самое массивное. Вселенная может похвастаться гораздо более тяжелыми звездами. Намного массивнее Солнца. Когда речь заходит о самых больших звездах в известной на данный момент для нас Вселенной, это зависит от того, говорим ли мы о массе или об общем объеме. Массу можно рассматривать как количество вещества, содержащегося в звезде, тогда как объем – это то, сколько места она занимает. Самые массивные звезды, как правило, совершенно непримечательны, когда дело доходит до их размера, а самые объемные звезды часто содержат намного меньше вещества, учитывая их физические размеры. По мере того, как звезды становятся старше, они, как правило, теряют свою массу. Если ввести в Google, какая звезда является самой большой, вы увидите, что это UY-Щита, красный сверхгигант, который всего несколько лет назад считался самой большой звездой из когда-либо наблюдавшихся. Первоначально было подсчитано, что она примерно в 1700 раз больше Солнца. Но оказалось, что расстояние UY-Щита от Земли было измерено неправильно, что значительно изменило ее расчетный радиус до 770 раз больше размера Солнца, что окончательно выбило ее с первого места, уступив его Стивенсон 2.18, про который, кстати, я уже делал выпуск как самая большая звезда, известная человечеству. Но вот масса – это одна из самых важных и необычных характеристик звезды. И именно на массе я бы хотел сакцентировать этот выпуск. Зная, как определить массу звезды, астрономы могут точно сказать о ее возрасте и дальнейшей судьбе. Более того, массивность определяет силу гравитационного сжатия светила, главного условия того, чтобы ядро звезды загорелось в термоядерной реакции и начало излучать свет. Поэтому масса является проходным критерием в категорию звезд. Слишком легкие объекты, вроде коричневых карликов, не могут толком светить, а слишком тяжелые переходят в категорию экстремальных объектов. Звезды в силу своей отдаленности пересекаются редко. Но когда это происходит, образуются очень массивные светила. В плотных звездных скоплениях, например в R136, туманность Тарантул, столкновения случаются относительно часто. Обычный ударный контакт звезд заканчивается катаклизмом. Куски звездной плазмы разлетаются на миллиарды километров, но если светила подходят друг к другу на подходящей траектории, они могут слиться воедино. Именно так возникла звезда-рекордсменка R136A1, которая слишком большая даже для своего экстремального класса. По данным исследований из Американского национального астрономического центра NOIR Lab, R136A1 примерно в 170-230 раз массивнее Солнца. Для понимания, Солнце тяжелее Земли приблизительно в 330 тысяч раз, а масса Земли 6000 сектиллионов тонн. Это 22-значное число с 18 нулями. Вполне вероятно, что R136A1 на самом деле никакой не рекордсмен в обозримом для человека космосе. Ведь звезда BAT 9998 в том же скоплении имеет массу приблизительно в 226 раз превышающую массу Солнца. А это с учетом разброса, можно сказать, одинаковая масса, что и у R136A1. Но кто из них на самом деле первый среди тяжеловесов, в ближайшие годы мы, вероятнее, не узнаем. Как и все массивные звезды, BAT 9998 является кандидатом на сверхновую или гиперновую. Точную судьбу звезды определить сложно, поскольку она зависит от величины потери массы. BAT 9998 может произвести гамма-всплеск и оставить после себя, например, нейтронную звезду или даже черную дыру. Но существует ли где-то звезды тяжелее нам известных? Вероятнее всего, да.
Ученые считают, что физический предел массы звезд находится в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона солнечных масс. Большую нагрузку сила излучения от ядерных реакций попросту не удержит. Звезда сразу же коллапсирует в гиперновую громадных размеров. И гравитация при таких массах не станет вести себя по-обычному. Звезда Титан начнет делиться на мини-звезды массой по 1000 солнц. Все это развернется на громадную горячую туманность или вовсе разлетится на целую звездную систему, состоящих только из светил обычных размеров. Все будет зависеть от местоположения других больших объектов во Вселенной, с которыми звезда предельной массы будет взаимодействовать на расстояниях в сотни миллиардов километров. Если вы хотите выпуск про древние светила и о том, что они из себя представляли, то ставьте лайк этому видео, и если мы наберем 1000 лайков, я с удовольствием подготовлю для вас этот материал. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересных выпусков. Пока.